Техники имитации керамики. Доступные материалы. Фольга предохранит гофрокартон от размокания и деформации. Наносим клей ПВА. Покрываем тонким слоем массы папье-маше с лицевой стороны. Также торцы. Из папье-маше лепим основу для будущей керамической заготовки. Когда заготовка полностью высохнет, смачиваем водой для лучшего сцепления материалов и покрываем очень тонким слоем самозатвердевающей массы для лепки. У меня масса даст терракотового цвета. Таким образом, вам понадобится совсем небольшое количество массы для лепки. Из таких плиточек можно сделать панно с любым мотивом. Фрукты, овощи, рыбки, ракушки, знаки зодиака и тому подобное. Приклеить их к деревянной доске или прямо на стену. Окрашиваем акриловыми красками и покрываем лаком. В этой технике можно сделать не только плиточки. Вязаем 2 заготовки из гофрокартона. Ссылки на более подробные мастер-классы, использованные в этом видео, вы найдете в описании. Покрываю тонким слоем папье-маше с 2 сторон. Я делаю массу папье-маше из бумаги и клея. Ссылка в описании. Когда высохнет, покрываю массой для лепки заготовку с 2 сторон. Папье-маше создает объем и экономит массу для лепки. Кроме того, делает изделие более прочным. Окрашиваем и покрываем лаком. Можно и без папье-маше. Понадобится очень твердый картон типа переплетного. На гофрокартон масса плохо ляжет. Смачиваем водой и наносим тонкий слой самозатвердевающей массы для лепки. Переворачиваем и делаем точно такое же покрытие с обратной стороны. Когда заготовка высохнет, смачиваем и наносим еще один слой обязательно с 2 сторон. Наносим массу на торцы.
В этой технике можно сделать различные фигурки. Основу делаем из газеты. Сверните очень плотный тугой комок. Закрепляем скотчем. Теперь покрываем тонким слоем папье-маше. Затем наращиваем объем и придаем желательную форму. Когда высохнет, покрываем тонким слоем массы для лепки. Добавляем детали из массы. И создаем различные фактуры. Акриловую краску сильно разводим водой и смываем из распылителя. Керамический вид работе придаст окраска методом смывки. Слоник в этой же технике. Ссылка на мастер-класс в описании. В этой технике можно сделать вазу. Создаем основу из банки гофрокартона и крышки. Покрываем папье-маше, разглаживаем поверхность. Сушим заготовку, затем смачиваем слегка водой и наносим тонкий слой массы для лепки. Добавляем детали из массы. Точно так же можно использовать жестяные или пластиковые баночки. Окрашиваю акриловой краской, разведенной водой. Размываю краску водой из распылителя. Получается эффект глазури. Вы можете сделать заготовку из соленого теста, например, и окрасить под керамику. Грунтуем темно-коричневой, затем добавляем немного белил и оранжевую краску. Принцип окраски от темного к светлому. Окрашиваем так, чтобы предыдущий слой был виден. Постепенно осветляю коричневый цвет. Набираем небольшое количество краски. Спонж должен быть почти сухим. Теперь чисто оранжевый цвет. Стараюсь легко касаться губкой, окрашивая выступающие рельефные места. Каждый слой просушиваю феном. Последний слой самый светлый — охра. Для имитации керамики можно обойтись и без массы для лепки. Основа из банки и бобина от скотча.
Покрываю заготовку не толстым слоем папье-маше. Хорошо разглаживаем увлажненными руками. Добавляем детали из папье-маше. И когда полностью высохнет, готовим раствор. В воду добавляю сухую финишную шпаклевку. Смешиваем и для пластичности добавляем клей ПВА. Раствор по консистенции как жидкая сметана. Наносим мягкой кисточкой. Пальцем можно создать очень тонкую фактуру. Фактуру также можно сделать при помощи пищевой пленки. Грунтую строительным грунтом. Он заполнит все поры. Когда высохнет, вазу можно окрасить и покрыть лаком. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, не забудьте поставить лайк и написать несколько слов. Это нужно для продвижения канала. Спасибо. Увидимся.